Доброго времени суток всем. Сегодня рассмотрим такую проблему. Ошибка DE на стиральной машине LG. Вот с такой панелькой. Машинка примерно лет 15. Она еще ременная. LG-шка. Российская уже сборка, но еще ременная такая. А-ля Корея практически, да. Вот. Здесь, значит, модуль такого вот плана из двух частей, индикации силовой. Нас интересует в основном силовой, но в итоге мы выйдем и на этот второй модуль индикации. Значит, машинку до меня уже ремонтировали. Я не люблю, конечно, доделывать за кем-то. Ну, это был человек по сарафану от хорошего знакомого, поэтому решил поехать посмотреть. То есть замок, тут уже все снято, модуль снят, замок снят. Вот такой вот УБЛ. Легенда, значит, была такая, что УБЛ хозяин носил в какую-то мастерскую, ему там прозвонили мультиметром, все, УБЛ рабочий, ну, замок, короче. Все, он дальше вызвал каких-то родственников, те стали там уже сразу лезть в модуль. Вот. В итоге, значит, они вырезали вот отверстие, причем он промахнулись сначала. Модуль, машинка 3,5 килограмма, модуль узкий, поэтому промахнулись, короче, прожгли здесь. Но в итоге вырезали сначала маленькое окошко, потом вырезали огромное зачем-то, да, хотя нас интересует вот эта вот область. Вот. В итоге, значит, они увидели вот это вот место, было черное закопченное, действительно здесь сгорело, потому что было КЗ. Почему было КЗ, естественно, они не поняли. В итоге, значит, восстановили эту дорожку, включили, и ничего не изменилось. Та же самая DE, сразу после запуска дверь не блокируется. Мужик бедный даже люк носил мастеру, но в итоге, короче, авось и ныне там. В общем, по приезду первым делом, конечно же, я проверил УБЛ. И сразу же, конечно, мне не понравились вот эти вот значения. То есть гораздо больше килоома. Он там показал 1100, то есть вот сейчас 1200, иногда 1300. В общем, скачущие такие значения. Это значит, что УБЛ уже уставший, грубо говоря, да. То есть его бы надо поменять. Но изначально желательно все-таки еще его проверить включением в сеть. Вот мы вызвонили таблетку, контакты, подключили ее на прямую 220. И теперь нам нужно, короче, отодвинуть вот эту планочку. Щелк. Он вроде бы сработал, но сразу смущает то, что вот этот язычок, он вылез, так сказать, ну, не очень хорошо, и такой нечеткий был звук. И не так УБЛ исправный должен работать. Сразу вот это вот вызвало подозрение. Далее, значит, следующий этап проверки мы выключаем из сети. И теперь в течение примерно 1 минуты, может быть 2 минут, этот язычок должен назад утопиться, и планочка отодвинется. Значит, УБЛ разблокировался. Ждем. Ну, ждал я минут 5 и даже больше, он не разблокируется. Только если ему слегка помочь, тогда он отпускает эту планку. Соответственно, УБЛ у нас негодный. Вот и все. Далее, значит, кстати, сноска. Любому мастеру надо с собой иметь просто вилку с 2 проводками изолированными. Очень удобно проверять моторы напрямую включением. И вот УБЛы тоже, кстати, проверять очень удобно. Далее, значит, смотрите, при дальнейшей прозвонке вот здесь в цепи реле параллельно стоят 2 диода. То есть тут 2 реле нас интересует. Вот именно вот это X111, вот здесь стоит диод. И при прозвонке он оказался пробитым. Вот такой вот диодик, обычный, самый стандартный диодик. Вот. Его я поменял, но при замере значения на нем в схеме меня тоже, ну, меня не устроили, да, не такое должно быть, не столько. Вот. Дальше, значит, я все-таки плату забрал, потому что и реле надо выпаять, проверять. Выпаял я реле.
Вот такое вот оно на UBL стоит, релюшка 12-вольтовая, ну, достаточно стандартная. Вот, у меня на канале есть видос, как проверить релюшку с помощью аккумулятора от шуруповерта, там 12 вольт подаем на катушку и меряем вот на этих выводах, и должно быть и слышно щелканье, и замеряем мультиметром, что контакт есть, да. Реле годное. И далее, значит, что у нас получилось, что когда они восстановили вот эту дорожку, так как диод был пробитый, и дальше КЗ пошло на шину, по шине, и далее, ой, с четвертого, что ли, да, с четвертого контакта, в общем, оно пришло на ULN, на микросхему ULN 204. В итоге, да, оно пришло вот сюда, вот на эту микросхемку. Сейчас, значит, я ее буду выпаивать. Микросхема пробитая. И, соответственно, итог вот такого ремонта, да, когда они восстановили дорожку, не прозвонив все, что могло, да, выйти из строя, получили пробитый OLN. А первопричина, соответственно, как вы уже поняли, это UBL. То есть в определенный момент UBL накоротко замкнулся, именно таблетка, термотаблетка, вот, и пошел пробой уже на плату, погорела дорожка, не знаю, в тот момент, возможно, ULN-ка еще выдержала, пробился диод, релюшка выдержала, вот, в итоге, сейчас это все поменяем, ну, машинка, думаю, будет работать. Вот такой вот получился видос. То есть, ну, само собой, да, я проверил, конечно же, провода, которые идут от платы на UBL, это само собой. Ну, там заодно еще TEN проверил, на всякий случай. То есть обязательно провода тоже проверяем. Бывало, что обгрузы перетираются и так далее. То есть не торопитесь, не восстанавливайте сразу все, что там, видимо, погорело. Надо смотреть, почему сгорело. Чаще всего есть какая-то причина. И чаще всего, ребята, это что-то из навесного. Тены, помпы, УБЛ, моторы и так далее. А уже в модуль лезем в последнюю очередь. Вот как-то так.